Что так сильно расстроило расхитительницу гробниц? Неужели Ever After High подают признаки жизни? Как выглядит самая дорогая кукла Пулип? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Уже вовсю продается Джиджи Хадид Барби, но, как обычно и бывает, кукла отличается от своего изначального УАК-прототипа. У нее шире лицо, другая рисовка, одежда бренда Tommy Hilfiger, но такой образ мы ранее не видели в инстаграме Barbie Style. На кукле оверсайз толстовка, шелковые шорты и слипоны. Для многих образ очень спорный, но мне нравится. Мне даже и лицо ее нравится, несмотря на то, что с такими пухлыми широкими щечками кукла стала менее похожа на модель Джиджи Хадид. А еще, в отличие от той же Наташи Водяновой, кукла Джиджи Хадид выпущена на шарнирном теле. Она вышла под черным лейблом и на данный момент продается на Amazon по цене $50. Новая Барби Лара Крофт выпущена по образу актрисы Алисии Викандер, которая играет главную роль в новом фильме «Расхитительницы гробниц». Актриса вполне себе красивая, кукла на нее совсем не похожа, да еще и к тому же выражение лица у нее такое, как будто она вот-вот расплачется. Честно говоря, мне даже больно на нее смотреть. Причем у куклы прототипа было совсем другое лицо, более характерное, волевое, а не то, что мы получаем в итоге. Кукла уже была замечена на сайте Toys R Us по цене $30, и сейчас она доступна только на eBay по цене выше. На официальном сайте Mattel она еще не появилась. Вторым провалом я считаю Кена, который вышел по образу Криса Пратта, сыгравшего главную роль в новом мире юрского периода. Кукла не похожа на актера ни лицом, ни комплекцией, и также была выпущена кукла Барби по образу Клэр из той же второй части мира юрского периода. Мне кажется, что эта кукла и то больше похожа на прототип, то есть на актрису, по крайней мере прической. Обратите внимание, что обе куклы шарнирные, но в любом случае их образы очень игровые и упрощенные по сравнению с той же ранее выпущенной Сойкой-пересмешницей. Выпущена новая Барби Belly Wishes. Подобная кукла Барби-балерина выпускается уже не в первый раз, но в отличие от своих пастельных предшественниц, эта кукла несколько ярче. Ярче по цвету, но, на мой взгляд, ее образ смотрится все-таки проще. По традиции у этой куклы есть шарниры в коленях, но нет шарниров в локтях. Она уже продается на сайте barbiemattel.com по цене $26 без учета доставки. Следующая новинка — это Welcome Baby Barbie, кукла, которая поздравляет кого-то с рождением ребенка. Ранее подобного плана Барби назывались It's a Girl, они были в розовом зефирном образе и дарили в подарок на рождение девочки какую-то плюшевую игрушку. В данном случае пол ребенка неизвестен, подарок как будто находится в этом пакете, хотя вряд ли там что-то есть. Ну и в целом образ куклы очень стильный и лаконичный. На сайте barbiemattel.com эта кукла стоит $21. И также в продажу поступила кукла, упомянутая в 40-м выпуске дайджеста. Это шарнирная Silkstone Барби в платье с розами, в строгом образе, с шляпкой и в перчатках. Вдохновением для создания этого образа послужило платье модного дома Dior 1960 года. И, как и обещали ранее, кукла вышла под золотым лейблом, и на данный момент она стоит $75. Очень необычные куклы Барби будут выпущены по предстоящему кинофильму «Излом времени». Премьера этого фильма в России состоится в праздник 8 марта 2018 года. Куклы представляют собой женщин-воинов из кинофильма, и дизайнер Карлайл Нуэра имел непосредственно доступ к костюмам из этого фильма, поэтому образы кукол максимально приближены к киношным. Более того, молды кукол были специально смоделированы для того, чтобы быть похожими на Опру Уинфри, Риз Уизерспун и Минди Каллинг. В сети даже уже появился кастом из этой куклы на привычный образ Риз Уизерспун, и видно, насколько хорошо подходит этот молд. Куклы доступны к предзаказу на сайте barbiemattel.com по цене $50. Новая лимитка от Пулип, монохромная Алиса, выпущена ультра-ограниченным тиражом. Всего лишь 50 экземпляров на мир и по очень высокой цене – 26 тысяч рублей и плюс 2000 доставка в Россию. Пожалуй, это самая дорогая из официально выпущенных кукол Пулип. У куклы, как вы видите, черные прямые волосы, но при этом в комплекте также есть белый парик. И мне вот интересно, учитывая то, что у кукол Пулип парик приклеен к голове, неужели придется для смены парика отклеивать его от куклы за $450? Также в комплекте с куклой ободок с ушками, комплект стикеров тату, прозрачный цилиндр и черная занавеска. Кукла похожа на ранее выпущенную монохромную Алису, но чисто внешне она мне нравится больше. Не нравится только ее цена. Следующая новинка по имени Айлин изначально была эксклюзивом магазина Girlism на площадке Taobao, но впоследствии стала продаваться на сайтах Ами-Ами, Hobby Search, Pulip.net за 11 тысяч рублей без учета доставки. Образ куклы многослойный, я бы даже сказала, на любителя. Лично мне он напомнил средневековье, стиль барокко, но на самом деле это стиль сладкой лолита, по крайней мере таким его видит японский бренд Baby the Stars Shine Bright, с которым как раз таки и случилась коллаборация в рамках создания этой куклы. И заключительная новинка — это кукла из мира Sailor Moon, и кажется, Грув никогда
никогда не перестанет выпускать персонажей из этой франшизы. Это уже 24-я по счету кукла, но в первый раз это Исул. Он в образе Гелиоса, на голове золотой рог, а также в версии сайта Premium Bandai в комплекте идет золотое ожерелье. Кукла стоит 11 тысяч рублей без учета доставки. Странно, что новая куколка Нео Блайс вышла не в Хэллоуин, потому что у нее просто идеальный хэллоуинский образ с шляпой, с метлой и с накидкой, с внутренней стороны которой можно заметить комиксы. А все потому, что кукла олицетворяет героиню манги «Сладкая руна». Эта новинка была доступна к предзаказу еще в декабре по цене 14 тысяч рублей без учета доставки на сайте Junimun. На данный момент она доступна на eBay по цене от 18 тысяч рублей. Следующая новинка — это кукла Нео Блайс в образе Червонной королевы из «Алисы в стране чудес». Кукла получилась очень детализированной, и мне нравится ее корона и верхняя юбка с россыпью игральных карт. Здорово, что кукла статная, но при этом она очень милая, и этим мне нравится. Стоимость куклы на сайте Junimun 13,5 тысяч рублей без учета доставки. И заключительная новинка февральская. Это кукла Нео Блайс «Симпатичный пион». Возможно, выход куклы привязан к китайскому Новому году, потому что кукла выдержана в азиатском китайском стиле. Пион — это один из символов Китая, и также это символ благополучия, процветания и счастливого брака. А еще пион — это мой любимый цветок. Ну а в кукле мне, честно говоря, понравились только ее волосы, то есть прическа и цвет волос. На сайте Junimun эта кукла стоит относительно недорого, 9 тысяч рублей без учета доставки. И, кстати, доставку в свою страну вы можете посмотреть прямо на сайте. В Россию это около 2000 рублей. Новая Барби с супер шарнирным телом вышла в виде бейсбольного игрока, а ранее выпущенная Барби Альпинистка теперь доступна и в темнокожей версии. В продажу поступила новая версия Барби Окулиста. Также появились промо-фотографии Барби фермера в комплекте с животными и супер милым трактором. А это милашка Барби Пилот, это Барби Воспитательница, Барби Грумер, тоже очень распространенная на сегодняшний день профессия. Ну и, пожалуй, самая необычная, новая освоенная Барби профессия — это пчеловод. Также будет выпущен сет Барби Репортера и ведущий новостей. И, как вы видите, чтобы держать камеру, нужны шарниры в локтях, а чтобы подносить микрофон к рту, не обязательно. Летняя пляжная Барби выйдет в комплекте со стулом, с аксессуарами, и она смотрит на мир сквозь розовые очки-сердечки. Уже в продаже новые разнообразные Челси, также друг Челси и Скипер и Стейси с аксессуарами. Также Скипер и ее друзья, подрабатывающие нянями, я их показывала ранее, уже поступили в продажу в американских и европейских магазинах. И еще новинки в походной коллекции Camping Fun. Будут выпущены сеты с куклами-сестренками и в комплекте разнообразные аксессуары, в том числе пластиковый костер. В коллекции кукол Барби «Розовый паспорт», посвященный путешествиям, будет выпущен сет кукол в купальниках и с доской для серфинга. Причем одна из кукол в этом сете миниатюрная. Но более занятной новинкой в этой коллекции является Кен на мотоцикле. В косухе, черных очках, в джинсах, весь такой крутой. Он отправляется в путешествие на мотоцикле, взяв с собой только паспорт и карту. Но есть ложечка дегтя в его крутом образе, а именно отсутствие шарниров в коленях, без которых на мотоцикле он смотрится очень карикатурно. Скоро выйдет новая волна кукол Барби Fashionistas. Да, опять будет очень много новинок с разным типом тела, разным скинтоном. Все как обычно разнообразно, но, на мой взгляд, уже как-то скучно и пресно. Не знаю, как вас, но меня очень редко впечатляет фэшн от Fashionistas. Как бы странно это ни звучало, и еще учитывая то, что куклы не шарнирные, мне очень редко кто-либо нравится. Среди новинок я, пожалуй, обратила внимание только на темнокожую куклу в радужном платье, на куклу с ушками котика, на куклу в платье-футболке и на немного сумасшедшую ее соседку с пышными белыми волосами. Но она меня скорее испугала, чем понравилась. Ну и также будут выпущены новые куклы с наборами одежды. Здесь опять ничего особо выдающегося, более или менее мне понравилась азиаточка. Обязательно напишите в комментариях ваше отношение к Барби Fashionistas, к новинкам, и планируете ли вы ими пополнять коллекцию. Прежде чем мы перейдем к заключительной новости этого выпуска, я хочу поздравить всех своих подписчиц с наступающим 8 марта и подарить скидку 10% по промокоду BERSIK в магазине Imperia Kids. Акция распространяется на весь ассортимент магазина. Там очень много разных игрушек, кукол, и акция продлится аж до 9 марта включительно. В Imperia Kids продаются шарики Love Surprise, куклы Пулип, Блайс, Сказочный патруль, Паола Рейна, даже Реборны продаются и многие-многие другие куклы. И, внимание, несмотря на то, что эта скидка приурочена к Международному женскому дню, конечно же, мужская часть аудитории тоже может себя порадовать в честь начала весны и прикупить что-нибудь со скидкой. Так что не упустите момент и удачного вам шопинга. Ссылочку на Imperia Kids я оставляю в описании и в подсказке. Ну а мы переходим к следующей новости. От монстряшек и веряшек новостей немного. Уже давно компания Mattel перевела
перевела их в неприоритетный разряд другие. Кстати, недавно туда же перевели и бренд DC Super Hero Girls. В сети появились лишь фотографии новых обложек книг Monster High. Также появилась фотография из каталога Monster High, где мы видим бюджетных кукол, в том числе кукол в дождевиках и с пластиковыми зонтиками. И еще появилась информация о предстоящих коллекциях «Призрачное чаепитие» и «Пижамный». Снова чай, пирожные, сладости, пижамы, в общем, ничего нового. Также появились подробные промо-фотографии лагуны, которая превращается в русалку. На ножке куклы натягивается хвост. И невероятно, но факт, вышла новая коллекция кукол Ever After High. Правда, замысел коллекции довольно-таки скучный, опять сладости, и коллекция называется Sweet Treats. Apple White, вероятно, будет в большой коробке, и это единственная кукла, у которой на промо-фотографиях есть шарниры не только в локтях, но и в кистях и в коленях. А еще в комплекте с ней дополнительный аутфит. Остальные куклы в коллекции, хоть и с дубовыми ножками и кистями, но зато в настоящей одежде, то есть их аутфиты не молдированы. С Raven, Cupid и Darling в комплекте идет мебель и аксессуары. С остальными только аксессуары. Радует, что у Cupid прежнее личико, и, на мой взгляд, это самая удачная кукла коллекции. Мне очень нравится ее образ и платье с макарунами. Это были все новости на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. И не забудьте написать в комментариях, какая кукла из выпуска вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления и в числе первых узнавать новости из мира фэшн-кукол. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Они подбадривают меня на поиск новых крутых новостей. И всем пока-пока!